Ровно месяц назад я сделал шаг, который многие от меня вообще не ожидали. Я взял и поменял свою стабильную, уютную, предсказуемую жизнь с айфоном на Android. Зачем? Даже я сейчас не могу ответить одним словом. И знаете, это чувство, когда долго живешь одинаково и вроде все нормально, но внутри зудит какой-то вопрос. А вдруг можно по-другому? Вот я и решил проверить. Прошел месяц с использованием телефона на андроиде. Честный месяц, с бытовыми мелочами, с неожиданными открытиями, с моментами, когда я хотел кинуть телефон в стену. И моментами, когда я ловил себя на мысли, а что, так реально можно было? Короче, это были американские горки, но такие, технологические. Сегодня не будет классического обзора, сухих сравнений, графиков, тестов. Это опыт человека, который прожил 13 лет внутри одного экосистемного пузыря и, наконец, ткнул носом в реальности за его пределами. И да, кое-где я оказался неправ. Очень неправ. Давайте начнем с того, что меня больше всего встряхнуло. Знаете, как это бывает? Ты смотришь обзоры, смотришь презентации, везде все гладко, красиво, быстро, а потом берешь телефон в реальной жизни, и он, зараза, показывает свой характер. Не, Android это не ужас, но это точно не то, что рисуют техноблогеры в своих студиях. И я сразу пойму всех, кто когда-то сказал: «Всем спасибо, я обратно на iPhone». Это, кстати, топ комментариев видео про то, как я перешел на Android из разряда «Ждем тебя с видео», и я вернулся к Apple. Так что давайте разберемся, что же в моем случае начало раздражать быстрее всего. Первое — это нагрев в районе процессора. Это абсолютно нормально, все об этом говорят, но честно, меня это всегда пугало, потому что на Apple у меня была такая проблема, когда, например, не знаю, Telegram обновился с косяком, и там все к чертям перегревалось, но они быстро это фиксили, и больше я не знал, что такое нагрев телефона. В Samsung же поиграть в простую игрушку, полистать рилсы, и все, телефон горит, а я переживал, что это не ок. Но потом насмотрелся обзоров, понял, что это нормальное поведение Snapdragon 8, просто нужно успокоить мою тревожность. Не хватает рычажка или экшен-баттона. До экшена-баттона я так и не дожил, да и можно на кнопку питания накинуть нужный функционал, но вот рычажок — это действительно must-have штука, без которой очень больно. Вот кейс. Я сижу на встрече, мне начинает писать собеседник, у которого привычка одно слово, одно сообщение. И мне начинает разрывать телефон, Mac, и эти звуки очень отвлекают. На айфоне я просто на корпусе вот так рычажок делал и мог продолжать встречу. На Samsung же мне нужно разблокировать, смахнуть шторку уведомления, отключить их. В общем, это очень сильно отвлекает. Кстати, давайте решим этот момент сразу. Благо есть GoodLock, это программа, которая позволяет все по мелочам настраивать. Так, длинное нажатие ставим на беззвучный, а вызов и помощника на тапы по задней крышке. Огонь, то, что надо. Третье — это дорисовка AI. Пока что активно не пользовался, но сам факт. Когда я фоткаю на X100, я получаю либо неестественно четкое изображение, либо какой-то страх. И я знаю, что оно еще рисует не только на таких увеличениях, следовательно, страшно представить, что может стать с моими фотографиями, но поживем увидим. Айфоноводы больше не скинут мне фоточки в моменте по airdropу. Да, вновь ТГ как передача файлов. С одной стороны, да, по запарке мне многие на айфоне также и продолжали в Телеграме передавать файлы. С другой стороны, было все-таки как-то удобнее этим, зараза, airdropом пользоваться. Кружочки в Телеграме — это кошмар. Особенно, когда записываешь и вот так вот закрываешь микрофон пальцем. Грустная, но правда. А когда я взял iPhone, потому что, он просто под рукой был, нужно было записать быстренько кружочек, я захожу, записываю, смотрю на качество и такой: о боги, это что за красота? Итак, вот у нас тест кружочков, здесь у нас Samsung, здесь у нас iPhone. И как вы видите, как будто бы у iPhone чуть приятнее, что ли, но это еще днем как бы мы снимаем. Переключаем камеры. Оп, вот такой вот вид у нас. Samsung, конечно, чуть больше берет в кадр, но все равно такое как будто бы неприятное ощущение. Вот это переключение очень долго, еще дождик начинается, поэтому какой-то вот такой вот тест, сравнивайте сами. Итого я чувствовал себя цифровым сиротой, все знакомое исчезло, но благо взамен я получил очень много плюсов. Погнали к ним. Чтобы вы не подумали, что Android — это одни мучения и страдания, давайте будем честными. Были моменты, когда я сидел и думал: черт, а у меня этого раньше же не было. И вот это чувство, будто ты снова ребенок, которому дали новую игрушку. Не идеально, не полированную, как у Apple, но твою, настраиваемую, настроенческую. И этим она, зараза, цепляет. Короче, давайте поговорим о хорошем, о том, что реально делает Android интересным опытом. Свайпы. Все его ставят на первое место. Возможность вернуться назад, свайпнув с правого.
края, а не только с левого. Честно, у меня до сих пор не выработалась привычка делать это автоматом. Только в моменты, когда неудобно тянуться, и я такой: ой, подожди, есть же свайп справа. Свайпнул и такой: о боги, как же это круто. Сторонняя клавиатура. Это не уникальность, на айфоне тоже можно ее установить, но как будто бы это начинает казаться каким-то колхозом, а на андроиде сторонняя клавиатура как будто бы еще больше прокачивает твой смартфон. Поэтому я сразу же поставил Яндекс, и в нем никакой, когда прошу поправить текст, она правит ты на вы, и все. Но вот доп. Клавиши, свайпы для написания и самый кайф, с чего я бесился на айфоне, это автоисправление. Тут я пишу слово, клавиатура мне его меняет, я нажимаю один раз «стереть», и вуаля, слово возвращается на нужный, и можно просто продолжать писать. Кастомизация. Честно, я все еще использую стандартный экран, который был при активации телефона, потому что вроде бы удобно, но я знаю, что если я захочу какую-то кнопку или переназначить функционал, как это было, например, кнопкой отключения уведомления, я легко это сделаю, загуглив, это очень сильно радует. А о новых фишках я, кстати, планирую рассказывать в своем телеграм-канале. Когда буду находить что-то стоящее, обязательно буду делиться там, так как весь канал посвящен новым открытиям, которые делаю, поэтому если не хочешь пропустить интересные инсайды, подписывайся. Буфер обмена. В свое время я открыл его на Windows, и это просто гениально, когда ты накопировал нужный текст в разных полях, а потом вставляешь через Windows F. И вставляешь этот самый скопированный текст. В работе это очень сильно помогает. В Маке, к сожалению, только платные программы и это могут делать, а на телефоне я и не мечтал о таком функционале. А он есть. Копируешь текст, делаешь за счет правой шторки, можно открыть буфер обмена, вставляешь нужный тебе текст. Этот вопрос, кстати, можно еще закрыть двойным экраном, но я не нашел еще ему применения. В итоге я почувствовал взрослую свободу. Телефон перестал диктовать мне, как мне жить, но и с этим пришлось попотеть. И вот после месяца я поймал себя на странном ощущении. Первую неделю я чувствовал себя, честно, как говорил, цифровой сиротой. Все привычки, жесты, реакции, они просто канули в пропасть. Все казалось чужим. Но потом пришло другое чувство – цифровая взрослость. С айфоном, как бы это странно ни звучало, ты живешь в идеально ухоженном саду. Каждое дерево пострижено, каждая тропинка выложена ровно, и ты просто ходишь по маршрутам, которые для тебя придумали. Это красиво, уютно и безопасно. Но Android – это участок земли, на котором сначала даже непонятно, где вход, но потом ты берешь лопату, тяпку, фонарик в зубы и начинаешь строить свое. Криво? Местами да, но абсолютно твое. Когда ты берешь iPhone, руки помнят и действуют куда быстрее, спору нет. Я больше 2 недель еще продолжал играть там в Duolingo, делать какие-то мелкие задачи, пока не перенес все окончательно на Samsung. Проскакивал соблазн вернуться, но зная, какое у меня здесь непаханное поле кастомизации и настроек, я просто не мог себе позволить продолжать использовать iPhone. Но и сейчас уже давно не участвует он в моем быту. Следовательно, переход можно считать успешным. И я понял, кому нужно менять телефон. Тем, кому стало скучно, не знают, чем себя занять в ближайший вечер. Новый телефон, новые впечатления от новых привычек. Раньше я думал, что я меняю телефон, а на самом деле я менял отношение к технологиям. Смена не гарантирует счастья, но гарантирует движение. А движение – это уже победа. А все, что я наговорил, это мое субъективное восприятие. У вас, скорее всего, другое, и в этом, мне кажется, вся прелесть технологий. Одни и те же коробочки с экранами вызывают у всех свои эмоции. Так что экспериментируйте, открывайтесь новому, и пусть технологии работают на вас, а не наоборот.